Всем хайперы, с вами Денис Костин. Сегодня я вам расскажу о такой теме, как капитанство. Несколько месяцев, как я уже капитан в команде Na'Vi, я сталкивался с такими трудностями, как изначально все это тебе нужно как минимум проводить намного больше времени в Counter-Strike, чем любому другому игроку, потому что тебе нужно строить игру так, как ты ее видишь, командную, как игроки должны перемещаться, там, как играть, что делать на точках. Ну, то есть сделать игру такой, какой видишь ее ты, чтобы она получалась. После этого сталкиваюсь с трудностями обычно такими, как кому-то что-то все время не нравится в команде, какая-то роль, надо очень часто доказывать что-то, почему именно так. То есть если бы игроки всегда просто соглашались, типа да, окей, то было бы намного проще. А так не бывает обычно. Тебе надо 100 раз еще привести миллион аргументов, чтобы чувак понял, почему так надо делать. То же самое относится и к игре, ну, то есть вот мы играем праки, там надо после игры делать какой-то анализ, где ошибки и так далее. Ты начинаешь объяснять человеку, что он сделал что-то неправильно, он тебе может сказать, мне просто не повезло. Типа, я бы убил там, или я все сделал правильно. И тебе еще надо сохранять спокойствие, не нервничать, хотя вот это сложнее всего в такие моменты. Спокойно попытаться объяснить, почему он не прав, что он должен был сделать. Когда у тебя есть какой-то план, ты его начинаешь делать, там кто-то где-то, допустим, на какой-то карте поджимает, тебя убивает человека, там ситуация после размена 4 в 5, тебе надо успеть, ну точнее, в начале раунда вообще ты как должен каждому человеку сказать конкретно, что он должен сделать. То есть пока ты это рассказываешь, ты там можешь, ну вот как у меня часто бывает, я очень много раз умираю во время раунда, не смотря в прицел, смотря в радар, потому что мне надо понимать, где мои люди стоят, что мы можем с этим сделать, что мы можем вообще сыграть в какую ситуацию после размена. Вот, то есть основная проблема то, что очень сложно фокусироваться на своей игре, когда тебе надо каждым руководить конкретно. Тебе нужно изучать оппонентов всегда на турнирах, каждого, что если ты хочешь быть на шаг впереди его, ты должен знать, что делает он и что должно сработать против этого, того, что он делает. Вот. Если начинается, ну, то есть как бы, если ваша команда начинает обыгрывать очень, ну, то есть сильно, то есть вы не можете даже взять раунды, ты начинаешь думать не только там, то есть как тебе надо убить на своей точке выйти, а ты еще в 2 раза больше думаешь, что у тебя не получается, что нужно сделать, чтобы мы взяли раунд. Ну, то есть очень много нюансов. Капитану всегда нужна поддержка, потому что если ты будешь каждый раз пытаться кого-то тянуть, с кем-то спорить постоянно, если это будет еще больше, чем один человек одновременно, это забирает невероятное количество энергии, сил, и в определенный момент, если не будет доверия, то закончится терпение просто и захочется все бросить и сказать, делайте кто-то это другое, потому что это очень тяжело. Если вы хотите быть капитаном, вы делаете свою команду, то советы, которые я могу дать, это самое первое, вы должны набирать в команду грамотно игроков по ролям. То есть вам не нужно брать там 5, грубо говоря, жестких типов, которые бегают и тупо убивают, там, или 5 снайперов, ну, то есть вот в таком духе. Надо очень грамотно подбирать роли в команду, понимать, какого человека ты берешь, и что он будет, ну, то есть какой вклад, какая у него самая лучшая сторона, что он может дать команде. Вот. Если после того, как подобрал 5 человек, нужно начинать там с банально, там, берешь там, например, для начинающей команды там, в начале 2 карты, там разбираешь какие-то пистолетные раунды, ты придумал, дефолт, антиэко, там, и 1-2 бая буквально. И тренируешь несколько дней эти 2 карты, эти все расклады. После каждой игры, обсуждая ошибки, что неправильно, дорабатывая, что-то убирая, какие-то элементы в раундах. Вот. И после этого также добавляешь какую-то 3-ю карту, добавляешь больше раундов на тех картах, и так потихоньку ты апгрейдишь свои раунды, свою игру. Легче будет, если будет какая-то возможность записывать демки там, или, ну, то есть просматривать потом, чтобы видеть не по словам, там, о, мне не повезло, я в спину не убил, а потом ты открываешь демку и смотришь, чувак вообще сделал не так, как он должен. То есть, как бы, чтобы наглядно было и показать можно было, и быстрее, и легче было разобрать.
одному человеку это делать очень-очень-очень тяжело и практически нереально без помощи своих тиммейтов. То есть, если у вас нету тренера, то каждый игрок в команде должен вкладывать по чуть-чуть в игру, предлагать какие-то раунды, пистолетные раунды, как он видит вообще игру за контров на точке, там, игру за атаку. То есть, должны быть идеи, предложения от других людей, тогда это, капитану будет проще, потому что одному все это сделать это невозможно. Я считаю, что капитан должен обладать такими качествами, как в первую очередь рассудительность и то есть склад ума такой аналитический, чтобы в сложные моменты можно было что-то придумать неординарное. Потом другое качество должно быть это хладнокровие, чтобы неважно какая ситуация, какое напряжение в команде, человек всегда был с холодным умом, так скажем, типа хладнокровно, рассудительно все оценивать, чтобы эмоции не взяли верх и это не повлияло на его какие-то решения. Капитан должен обладать лидерскими качествами, чтобы в определенный момент заряжать свою команду, там, говорить слова, которые могут как-то промотивировать команду перед какой-то важной игрой, чтобы у них появилось там второе дыхание, как-то они загорелись этим. И капитан не должен, скажем так, замыкаться и, там, допустим, проигрывать раньше поражения, скажем так. То есть он должен верить до конца, всегда, до последнего раунда, до последнего фрага, что его команда лучше, она выиграет, и всячески делать все для этого. Если говорить конкретно о помощи тиммейтов в игре, то бывают такие ситуации, когда кто-то из команды чувствует что-то и подсказывает, то есть он чувствует, что он где-то хочет что-то сыграть необычное, там куда-то поджать, там сделать какой-то раунд, может предложить именно в этот момент. Если ты, то есть в большинстве случаев, то ты должен доверять своей команде и доверять выбору людей. Вначале, то есть люди не начнут говорить просто так раунды, если ты им дашь право выбора это сделать на каком-то важном чемпионате, и эти идеи не сработают. После этого человек в следующий раз задумается, и не будет предлагать, если он не уверен на 200%, что это сработает. То есть в обычном случае я доверяю, и должен капитан доверять, но если ты знаешь, какой раунд надо сейчас сделать, точно уверен на 100%, и кто-то там говорит, я хочу сделать то-то, ты должен сказать, нет, мы делаем вот это, я знаю, что оно получится. Что по поводу советов игрокам, которые не капитаны в команде, то есть 4 других человека, мой вам совет, чтобы вам было всем проще и лучше был результат. Помогайте всегда, также смотрите демки, что делают люди, увидеть что-то новое, то, чего ваш капитан может не заметить, вы ему предложите, от этого может вообще поменяться ваша игра на карте, вы станете играть на ней намного сильнее, то есть какая-то фишка, которая может перевернуть просто понимание этой карты, вообще идея, там, увидеть что-то. Потому что капитан, он очень на многие вещи обращает внимание, и иногда даже, кажется, банальные вещи он может не заметить, которые на самом деле являются не банальной и имеют какой-то большой смысл в игре. То есть если вы будете помогать, это в любом случае будет плюс как и вам, как капитану, и как команде потом в итоге в результате. В идеальном раскладе, конечно, полезнее смотреть все команды вместе, демки оппонентов своих на турнирах, потому что каждый человек смотрит, там, обращает внимание на свои точки, грубо говоря. То есть они делают какой-то раунд, и он видит, что человек там кидает такую-то гранату в этом раунде или выходит, делает то-то. То есть ты, когда будешь играть против них, ты сразу по действиям на своей точке сможешь определить, какой раунд, скорее всего, они делают, даже не воспринимая информацию, там, грубо говоря, на других точках карты. Тебе самому будет легче, ты уже продумаешь заранее, что ты можешь сделать против этого, как будет лучше всего сыграть. Вот, и, то есть, лучше всего смотреть, конечно, вместе. Это, конечно, имеет и свои минусы потом. Если ты слишком сильно начнешь об этом думать, это может сказаться и плохо, если ты начнешь играть не в свою игру, а начнешь тупо подстраиваться под оппонента. Так тоже нельзя. Нужен какой-то баланс между этим. Это самое идеальное. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал HyperX и ждите новых выпусков.